Аум Синрикё – учение истины Аум. Лидер секты Сёко Асахара постоянно предрекал апокалипсис. К Асахаре тянулись те, кто не могли найти смысла в обыденной жизни. В голове у этого недоучки Асахары была такая смесь из каких-то «Звездных войн», из аниме и бог знает еще из чего. А в России успех поначалу был фантастический. Асахара чуть-чуть не добился встречи с Ельциным. Это была одна из самых страшных тоталитарных сект в мире. Та самая Аум Синрикё, которая распылила отравляющий газ зарин. Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня мы будем говорить об Аум Синрикё и России. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Спасибо всем, кто нас поддерживает в тяжелые времена. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Ничего бы у нас не получилось без вас. Не дайте им нас заткнуть. Дорогие друзья, уже через неделю, 2 июня, начинается мой курс по истории Средневековья. Вот я, например, жду не дождусь его начала. Торопитесь, записывайтесь, и я надеюсь, что вас ждет очень интересное приключение. Наш курс построен как путешествие по самым важным местам средних веков. Мы с вами побываем в рыцарском замке, при королевском дворе, на ярмарке, в торговом городе, в порту, в монастыре, в университете. Посмотрим, как жили люди в то время, чем они занимались, во что они верили. А в конце мы вместе попробуем разгадать тайну страшной эпидемии чумы, поразившей Европу. Вы можете приобрести базовый курс, а можете выбрать премиум-тариф. С премиум-группой мы будем делать творческие домашние задания. И вы обязательно получите от меня обратную связь. А еще в премиум-пакет входят 4 дополнительных вебинара, на котором мы вместе поговорим и о моих лекциях, обсудим их, и о разных интересных книгах, и о многом другом. Переходите по ссылке в описании и открывайте для себя удивительный, поразительный мир средних веков. Когда читаешь или слушаешь про Аум Синрикё, то, естественно, возникает вопрос, а вот как им удалось сделать то, что они сделали? И еще один немаловажный вопрос, а при чем тут вообще Россия? Токио, Москва. Какая связь? Но за этими вопросами скрывается множество других, и они относятся далеко не только к этой жуткой секте. Это вопрос о том, как вообще люди оказываются в тоталитарных сектах. Или еще шире, как людям промывают мозги. Почему милые, симпатичные, образованные мужчины и женщины начинают совершать ужасающие вещи? Почему в России появилось столько последователей Сёко Асахары, создателя Аум Синрикё? И, кстати, почему они существуют до сих пор? Есть психолог, психоаналитик Роберт Джей Лифтон. Он написал несколько книг, ну, скажем так, вот о психологической основе зла. Вот я бы так сформулировала. У него есть книга о нацистских врачах, которые творили ужасы в концлагерях. И еще в 90-е по горячим следам он написал книгу об Аум Синрикё. И там, в частности, есть такие слова. Нам всем нужно осознать значение Аум для будущего человечества и задуматься над тем, что нам с этим делать, и какие альтернативы мы можем противопоставить их представлениям об апокалиптическом насилии. Здесь произнесены очень важные слова – апокалиптическое насилие. К сожалению, актуальность истории Аум Синрикё связана прежде всего с тем, что эта секта была основана на духовном и физическом насилии. А это то явление, которое, как мы понимаем, становится все более и более значимым в нашей жизни. И еще одно. Лидер секты Сёко Асахара постоянно предрекал апокалипсис, Армагеддон, конец света. Он бесконечно говорил о том, что мир вот-вот исчезнет в огне атомной катастрофы. А в какой-то момент он решил, что эту катастрофу нужно приблизить. Вот тот же Роберт Джей Лифтон пишет, в основе насилия Аум и их жестоких фантазий о конце света было соединение гуру с манией величия
сильнейшим оружием массового уничтожения. Такое оружие было невероятно привлекательно, потому что давало ему ощущение того, что он и только он один может уничтожить весь мир. Актуальная фраза, увы. Лифтон продолжает. История Аум – это история о смерти в ядерную эру, об извращенном желании выжить и о все более отчаянном поиске бессмертия. А еще о таком сильном презрении к миру, которое вызывает желание его уничтожить. Одним словом, Аум воплотила в себе самые разрушительные силы ушедшего столетия. Сегодня, к сожалению, можно добавить, что и разрушительные силы столетия наступившего. История Аум Синрикё не осталась в прошлом, и это очень грустно. Когда я готовилась к этой лекции, я выяснила, что очень многие молодые люди из тех, кто меня окружает, не слышали про Аум Синрикё или слышали что-то смутное. А эта история, 30 лет всего прошло, она актуальна невероятно. И когда я читала, на сегодняшний день последний, но, надеюсь, еще не завершающий роман Джоан Роулинг из серии о Корморане Страйке, который называется «Бегущая могила», где весь сюжет закручен вокруг очень жесткой тоталитарной секты, то было прямо видно, как она использовала материалы, связанные с Аум Синрикё. Не только, конечно, но и с ней тоже. Вот Роулинг очень хорошо понимает, что все эти проблемы никуда не делись. А начиналось все так мирно и красиво. В 1955 году в бедной многодетной семье родился мальчик Тидзуо Мацумото. Японцы бы сказали Мацумото Тидзуо, но мы так не умеем говорить. Мальчик этот сразу испытал множество несправедливостей, очень много жестокости, связанной с окружавшим его миром. Он жил в бедной семье. Это уже было тяжело. Он жил в стране, которая за 10 лет до этого проиграла войну, у которой была невероятно уязвленная национальная гордость. Мы понимаем, как много национальная гордость значит для японцев. Сохранение лица. Какое же сохранение лица, когда им пришлось капитулировать? И вот это ощущение пронизывало, конечно, все слои общества. И, естественно, он жил в стране, испытавшей ужасающую катастрофу – атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. И страх перед ядерным оружием тоже был очень широко распространен. У самого нашего героя были видения, связанные с Хиросимой. Он там оказывался в каком-то будущем времени. Он все время возвращался мыслями к этой катастрофе. Но об этом чуть позже. Он жил в стране, которая находилась под огромным влиянием США. И это тоже было унизительно. Япония, которая за несколько десятилетий до этого претендовала на роль великой державы. Мы говорили об этом в лекциях о Японии XX века. А помимо вот этих общих причин, которые были характерны для большинства японцев, у маленького Тидзуо были личные основания для того, чтобы обозлиться на весь мир. Он был почти слепым. Это уже, конечно, и больно, и тяжело, но при этом он не был полностью слепым. А родители отдали его в интернат для слепых. Они были бедны, интернат обеспечивал бесплатное питание, проживание. К тому же там уже учился его старший брат, потом поступит еще и младший. Они жили в таком месте, где химический комбинат отравлял воздух, воду, все, и там было очень много таких заболеваний. Это казалось таким естественным решением. Но брат Тидзуо был полностью слепым, а Тидзуо нет. И все же родители туда его отправили. И он оставался в этой школе до 20-летнего возраста. И, конечно, тут очень легко можно начать выводить все последующее, вот из этого чувства отверженности, обиды. Но это было бы слишком просто. Не все, у кого тяжелое детство, становятся преступниками и террористами. Но все-таки не могу не процитировать отрывок из диссертации Александра Раевского. Александр Раевский – это замечательный специалист по истории Японии, по культуре Японии. Вот тем, кто ездил с нами в поездку по Японии, очень повезло, он был нашим гидом. Он автор нескольких книг о японской жизни. А еще он защитил кандидатскую диссертацию «Социально-психологические факторы религиозного терроризма в Японии» об Аум Синрикё. И вот он, в частности, цитирует очень такую красивую, но, мне кажется, меткую фразу английских журналистов, которые написали, что создатель Аум Синрикё
видел мир в вечных сумерках. Конечно, уже в школьные годы проявились те его качества, которые будут так много значить, когда Тедзуо Мацумото превратится в гуру Сёко Асахару. Он уже в школе был манипулятором, и здесь как раз то, что он немного видел, в отличие от остальных, ему помогало. Он был сильным, большим, он сталкивал между собой других детей, ссорил их. Он часто пользовался своим преимуществом вот этого, пусть слабого, но зрения. У него появилась группа последователей, как всегда бывает с такими вот сильными, наглыми парнями в школе. Он командовал этими последователями, но он же их оберегал, защищал. Вот видно, что он уже стремился к власти. Пока на своем маленьком уровне. Несколько раз он выдвигал свою кандидатуру на пост старосты класса, и каждый раз большинство, я так понимаю, что подавляющее большинство голосовало против него. Это его страшно обижало и унижало. И в конце концов он обвинил учителя, а он, судя по всему, не боялся с учителями тоже конфликтовать. И вот он обвинил учителя, что тот настраивает одноклассников против него. На что учитель возразил: они просто тебя боятся, сказал он, поэтому голосуют против. На самом деле очень трудно объективно оценивать все эти воспоминания, потому что, естественно, они появились уже после того, когда стало ясно, в кого превратился Тедзуо после школы. Но все равно, конечно, история интересная. Естественно, все то время, пока он учился в школе, никто, кроме родных и близких, не подозревал о его существовании. И уж тем более никто себе представить не мог, что когда этот мальчик вырастет, он прилетит в Россию, будет там встречаться с такими людьми, как Юрий Лужков, Руслан Хасбулатов, Александр Рудской. Это какие-то два разных космоса совершенно. И в Советском Союзе никто такого представить не мог. А что вообще в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы мы знали о Японии? Вообще очень мало. Никаких слов вроде манга, аниме, естественно, не существовало в нашей жизни. Все, естественно, слышали про Хиросиму и Нагасаки. Это было частью важного исторического нарратива, потому что нам все время рассказывали об агрессивном американском империализме. То, что Советский Союз участвовал в войне с Японией на одной стороне с американцами, вот этому уделялось намного меньше внимания. У нас очень в России любят говорить о том, что есть американцы, которые считают, что СССР воевал на стороне Гитлера. А вот сколько человек в России сегодня думает, что Америка воевала во Второй мировой войне на стороне Гитлера или на стороне Японии, это тоже интересно было бы узнать. Ну ладно, это отступление. Возвращаясь к тому, что мы знали о Японии, мы, естественно, имели некое общее представление. Япония – это нечто красивое, это удивительное, это не похожее на остальной мир. Иногда на советские экраны выходили фильмы Акиры Куросавы. Всегда было событием. Иногда переводили некоторые японские книги. Мало, но всегда тоже было очень интересно. Мы представляли себе, в Японии цветет сакура, там есть самураи, которые иногда совершают харакири. Тоже слово сэппуку еще никто не знал. Когда-то в начале 20 века произошла русско-японская война. О ней слышали, но с российской стороны. Это российская война была. А против какая-то загадочная Япония. Пожалуй, этим наши представления в целом и ограничивались. Журналист-международник Всеволод Овчинников выпустил книгу «Ветка сакуры» с очень неожиданным для того времени подзаголовком «Рассказ о том, что за люди японцы». Вообще о людях тогда мало рассказывали и писали, все больше о рабочем классе. Сегодня понятно, что эта книга очень советская, но она пользовалась огромным успехом. Конечно, там писалось все, что нужно в духе принятой идеологии, про борьбу прогрессивных жителей Японии против сохранения американских баз на японской земле, за свои права. Но вообще-то рассказ был о другом. Книга делилась на разделы: их вкусы, их мораль, их быт, их помыслы. То есть действительно о людях. Конечно, если верить автору, то они очень часто помышляли о том, как бы им избавиться от американцев. Может быть, кстати, действительно помышляли. Но там было еще очень много всего. И жители СССР впервые прочитали о японцах просто о людях. С непривычными для нас вкусами, моралью, бытом и помыслами. И это уже поражало и восхищало. Эту книгу читали и перечитывали.
А тем временем Тидзуо Мацумото рос, и его помыслы были сосредоточены не на спокойной жизни и не на создании семьи. Ну и уж точно не на ликвидации американских военных баз, как убеждал своих читателей Всеволод Овчинников, что все просто только об этом и думают. Тидзуо мечтал о величии, о своем величии, о героизме. Он хотел совершить что-то невероятное. В школе он написал пьесу о знаменитом герое японской истории, о принце Гензи, как транскрибируют по-другому. И понятно, что он себя представлял вот этим чудесным принцем, который пленяет женские сердца, который совершает подвиги. Вот он хочет быть таким изысканным, прекрасным принцем. А кому-то он говорил, что хочет быть премьер-министром Японии. Ну, то есть он еще не понимал, кем он будет, но грезил о чем-то великом, о каком-то удивительном будущем. Но реальная жизнь, понятно, что у него складывалась совершенно по-другому. После окончания школы Тидзуо Мацумото шел вот буквально от одной неудачи к другой. Мы не очень тоже точно знаем, как там на самом деле все с ним происходило, потому что он сильно мифологизировал свою молодость, и тут надо разбираться. Например, мы не знаем точно, действительно ли он пытался поступать в медицинскую школу, как он утверждал, или он это придумал. Но понятно, во всяком случае, что он никуда не поступил, что никакого высшего образования он не получил. А зарабатывал он на жизнь, там разными способами в разных местах в разное время, но довольно долго иглоукалыванием и массажем. Надо сказать, что в Японии массажист – это такая традиционная работа слепых людей, поэтому все было вполне естественно по накатанной дорожке. Но, судя по всему, у него что-то получалось не очень. Потому что уже в 1976 году, значит, ему 21 год, ему присудили штраф за то, что он нанес телесные повреждения одному из своих клиентов. После этого он из провинции переехал в Токио. Может быть, как он потом говорил, чтобы поступить или на юридические, или на медицинские факультеты, но опять же никуда не поступил. Он опять работал массажистом, опять делал иглоукалывание. При этом он жадно читал. И мы, например, знаем, что он читал книги Мао Цзэдуна. И вполне можно себе представить, как вот этот молодой человек, бедный, неустроенный, слабовидящий, как он мечтал, что когда-то и его трудами будут зачитываться по всему миру, его будут превозносить, его портреты будут везде, его цитатниками будут размахивать разгоряченные толпы. Но что мы можем сказать, что в какой-то мере он оказался прав. Пройдет 20 лет, его портреты будут по всему миру, все будут о нем говорить. Влияние Сёко Асахара на мир оказалось слабее, безусловно, намного слабее, чем влияние председателя Мао, но что-то общее можно у них найти. Наверное, главное – это то, что и тому, и другому необходимо было абсолютное подчинение и безоговорочная вера в правильность того, что он говорит. И Асахара, и Мао Цзэдун, конечно, ни в грош не ставили чужие жизни. Для них люди вообще расходный материал. И они готовы были жертвовать всеми, кто им мешал достижению их целей. Ну, понятно, что Мао удалось пожертвовать куда большим количеством людей, чем Сёко Асахара. Но принцип, в общем, похож. Но пока Тидзуо Мацумото пытался добиться хоть чего-то, но у него ничего не получалось. Он познакомился с девушкой Томоко Ишии. Потом, правда, говорили, что она начала с ним встречаться из жалости. Полуслепой, несчастный, вопрос непонятно. Чужая душа потемки, как мы знаем. Во всяком случае, она забеременела. Они поженились. Родные Томоко, наверное, не были в восторге от этого брака, но они дали новому родственнику денег, чтобы он завел дело. И теперь он начал торговать китайскими лекарствами, травами какими-то, настойками. Но и тут все пошло плохо, потому что, понятно, что эти китайские лекарства из себя представляют, но он даже здесь провалился, потому что его застукали на торговле какой-то гадостью, у него не было лицензии,
И опять все рухнуло, он разорился. Ну и дальше в течение нескольких лет Мацумото борется с бедностью, а его семья разрастается, у них в результате с Томоко родится 6 детей, их надо кормить, он работает там, но одновременно он все больше интересуется эзотерикой, причем самой разной: буддизмом, христианством, китайской астрологией, даосизмом, новыми религиями. Всюду он ищет какие-то тайные учения, какие-то откровения. Что только не перемешалось в его голове. Идеи New Age, предсказания Нострадамуса, жившего в XVI веке, йогические практики, подчеркнутые из Индии. Он же ездил в Гималайи медитировать. Ну и надо сказать, что в таких увлечениях он, конечно, был совсем не одинок. Людей, которые бы искали смысл жизни с помощью эзотерики, мистики, оккультных практик, и тогда было полно, и сейчас полно по всему миру. Они были в Японии, они были в Америке, в Советском Союзе, о котором Мацумото в то время вряд ли много размышлял, может быть, разве только в связи с Мао Цзэдуном. Но в Советском Союзе в 70-е и 80-е тоже было много людей, которые искали выхода из тоскливой, угнетающей реальности на путях эзотерики, экзотических религий. Кто-то медитировал, кто-то занимался йогой, кто-то читал буддийские тексты, кто-то ломал головы, что произошло с туристами на перевале Дятлова, не было ли там пришельцев, не было ли там какое-то страшное оружие испытано. Кто-то собирал сведения о якобы прилетавших инопланетянах. Слова уфология еще не было, но оно скоро появится. Конечно, в советской реальности для таких занятий было мало официальных возможностей. Были журнальчики типа «Техника молодежи», которые что-то такое печатали. Ну, в принципе, это не очень поощрялось. Но все эти устремления, конечно, существовали. Я совершенно не хочу сказать, что те, кто в советское время занимались йогой, обязательно создавали деструктивную секту, подобную Аум Синрикё. Ну, конечно, нет. Но интересно просто, что такие поиски альтернативных путей, какой-то новой духовности в противовес опостылевшей обыденности. Это было то, что сближало теоретически многих советских людей с последователями Аум Синрикё. Хотя понятно, что в том времени, о котором мы говорим, еще Аум Синрикё не было, и об этой близости никто не подозревал. Мацумото тем временем побывал в Гималаях, помедитировал, там якобы достиг невероятного просветления. Он уже начал называть себя Сёко Асахара. Вообще изменение имени в Японии, на самом деле не только в Японии, но в Японии в частности, это всегда очень важный момент, знаковый момент. Он означает важную перемену, поворот судьбы. Имя, конечно, с точки зрения японцев, очень сильно влияет на жизнь человека. Сочетание иероглифов, составляющее слово «сёко», расшифровывается как ясный, светлый, блистающий. А Сахара – это источник, это первопричина или это поле конопли. То есть сияющий свет. А еще свет, связанный как-то с наркотиками, с какой-то другой реальностью. Понятно, каким себя видел этот человек. К началу 80-х, когда он уже преподает йогу, и вокруг него уже есть такой кружок учеников йоги, это не только ученики, это в какой-то мере еще и последователи, и Асахара считает себя источником света, сияния. Но мир вокруг подталкивал его и к другим мыслям, и мысли эти были совсем невеселыми. Начало 80-х – это время, когда после советского вторжения в Афганистан рухнула разрядка международной напряженности, на которую возлагали такие надежды в 70-е годы. Никаких больше визитов американских президентов в СССР, никаких визитов Брежнева или уж тем более последующих лидеров в США. Мир замер в ожидании очень неприятных, очень тяжелых перемен. Гонка вооружений, что в СССР, что в США, достигает невероятной силы. Все новые и новые обороты она принимает. Советских людей запугивают. Очень хорошо помню, как нам рассказывали, Америка размещает в Европе все новые ракеты с ядерными боеголовками. Что правда. Эти ракеты могут вот-вот обрушиться на СССР. Президент Рейган, как мы знаем, назвал Советский Союз империей зла. Отсылаю вас к моей лекции о Рейгане. И начал новую программу вооружений,
которую журналисты быстро окрестили программой «Звездных войн», потому что она должна была использовать спутники космические. Вот эти образы космической катастрофы, грядущего апокалипсиса, надвигающейся атомной войны, они пронизывают всю мировую культуру. И это, конечно, для Сахары тоже было важно. И «Звездные войны», и какие-то вот образы все время надвигающиеся катастрофы. Причем катастрофы, связанные там не со вторым явлением Христа, а с техническими достижениями. В 1983 году в Америке по телевизору показали фильм «На следующий день», который рассказывает о ядерной войне между НАТО и Советским блоком и о том, что происходит потом. Только в день премьеры этот фильм посмотрело 100 миллионов человек. А потом, конечно, его смотрели по всему миру. Судя по всему, он оказал сильное влияние на Сахару и на многих его последователей. А в Японии, где все, что связано с атомными взрывами, воспринимается особенно остро, там самые разные люди, по их признаниям, в это время испытывали страхи перед новыми бомбами, перед ядерной войной. Послевоенное поколение в Японии выросло, с одной стороны, среди воспоминаний о реальной трагедии Хиросимы и Нагасаки. А еще они впитали ту культуру, которая была очень остро и так болезненно нацелена на будущий апокалипсис. Ну и на возможные пути, конечно, поиска выхода. Опять процитирую Роберта Джей Лифтона. Большинство последователей АУМ в детстве и юности постоянно смотрели футуристические аниме или читали манго, в которых с большим драматизмом описывалось разрушение мира и отважные спасательные миссии, которые героически предпринимали японцы. С 1974 года японцы начинают смотреть аниме о приключениях команды космического линкора «Ямато». В сюжете этого аниме слились разные линии, но все они впоследствии будут очень важны и для Сахары, и для его последователей. Во-первых, что такое линкор «Ямато»? Это был огромный военный корабль, который весной 1945 года, то есть в реальности никакого аниме, когда война была проиграна, это было понятно, линкор «Ямато» атаковал американский флот. И это была абсолютно самоубийственная операция. Мы все слышали про камикадзе, про летчиков, которые врезались в американские авианосцы и погибали. Но вот можно сказать, что это был корабль камикадзе. И уничтожение его привело к гибели не одного пилота, а более чем 3000 человек экипажа. Там всего что-то около 200 человек спаслось. И вот для всех, кто любил и любит говорить о самурайских доблестях, понимая под этим стремление к смерти ради императора, хотя самурайские доблести совсем другие, отсылаю к своей лекции о Японии, Ямато стал символом, но совершенно неправильным. Не символом безумного пренебрежения человеческими жизнями, это, в общем, напрашивается. Ямато был символом великого героизма. Сахаре всегда была близка такая самоубийственная риторика. Он всегда играл с образами смерти, самоубийства. Это все было для него важно. И вот с этими образами у него смешались еще постоянные предсказания о конце света. И вот в аниме действие происходит в 2199 году. На Землю наступает армия инопланетян. Они начинают бомбить Землю, они сбрасывают атомные бомбы. Им самим радиация не грозит, так они устроены, а люди, естественно, жить не могут. И жизнь на поверхности планеты становится невозможной. И люди начинают уходить под землю. Вот это постоянное предсказание ядерного Армагеддона, оно все время присутствовало в проповедях о Сахаре. Один из участников секты позже вспоминал, что когда он слушал, как гуру ярко, убедительно рассказывал о гибели мира, какие у него были ощущения. Он говорил: мне казалось, что я стою на вершине холма и смотрю на долину далеко внизу, а кто-то меня толкает вниз. Вот это такое знакомое ощущение, да, и страха, и восторга некоторого перед бездной. В аниме о космическом линкоре радиация постепенно проникает уже под землю, и становится ясно, что человечеству не выжить. По прогнозам остается где-то около года, чтобы каким-то образом спастись.
больше года не продержаться. А оказать сопротивление они тоже не могут, потому что их силы очень уступают пришельцам. Тут выясняется, что где-то далеко, в другой галактике, есть планета, на которой находится устройство, способное очистить Землю от радиации. И жители этой планеты готовы помочь. Они прислали землянам инструкцию о том, как построить мощнейший двигатель для космического корабля, чтобы долететь до их планеты и получить этот очиститель. И тогда космический теперь уже линкор «Ямато» становится единственной надеждой землян. На него устанавливают этот двигатель поразительный, а его команде, конечно, придется преодолеть множество трудностей, прежде чем они доберутся до цели. И вот мы еще увидим, как идеи о грядущем конце света, а еще о том, что небольшая группа героев, которые используют небывалую технику, могут спасти человечество. Вот как все эти идеи будут страшным образом извращены Сёко Асахарой. Аум Синрикё – учение истины Аум. Так он начинает в середине 80-х называть свое движение. Вот уже из маленького кружка любителей йоги оно превратилось в некое религиозное движение, которое с каждым годом приобретает все больше последователей. Механизм вовлечения людей в тоталитарные секты, он давно изучен, о нем много написано, но все равно он не перестает поражать. К Асахаре тянулись те, кто не могли найти смысла в обыденной жизни, те, кто устали от излишнего материализма современного общества. Японское общество начала 80-х было богатым и очень материалистическим. Значит, искали духовность. Те, кто были поражены его проповедями, просто заворожены. А были просто те, кто пришли из любопытства. А уйти уже не смогли, уже коготок завяз. И вот все эти люди по тем или иным причинам были недовольны своей жизнью, были недовольны своим положением в обществе, были недовольны своим «я». Важнейшая цель, которую перед ними ставило руководство Аум Синрикё, это растворение каждого участника в личности гуру. Уже с первых лет своей деятельности молодой Сёко Асахара очень хорошо понимал, что необходимо использовать пиар, рекламу, средства массовой информации и так далее. Чем он всегда занимался, и он, и его окружение с самого начала и до конца. Такой очень важный момент, который повлиял на многих, была публикация в оккультном журнале с очень характерным названием Twilight Zone, «Сумеречная зона», знаменитой фотографии, где Асахара сидит в позе медитации, только он не сидит, он летит, он левитирует. Это действительно было очень сложное йогическое упражнение, то есть это не была левитация, это был прыжок. Плюс фотограф так хитро снял. Но было полное ощущение, что он может летать. Как такому человеку не поверить? В Аум Синрикё всегда жаждали использовать самые новаторские, и, скажем прямо, в основном шарлатанские приборы и паранаучные достижения. У них был, так сказать, главный ответственный за науку астрофизик Хидео Мураи. И он создал некие наушники, которые люди надевали, а наушники эти якобы транслировали волны, испускавшиеся мозгом гуру. И есть множество рассказов о том, что они действительно что-то видели, что-то слышали, какие-то звуки, что-то ощущали. И ученик, надевавший наушники, он впитывал эти волны и вроде как становился таким клончиком гуру. Конечно, никто не мог стать таким же, как гуру, но можно было с ним слиться, себя больше не ощущать, себя ничтожного, жалкого, некрасивого, нелюбимого, бедного или просто метущегося, а слиться с Асахарой. Эта процедура называлась началом или инициацией совершенного спасения. Вот очень интересно, как он использовал буддийские и индуистские очень древние понятия в сочетании вот с этими какими-то шарлатанскими якобы техническими достижениями. Такие наушники был далеко не единственный способ подавления личности. Например, был учрежден институт отрекшихся или ушедших от мира. То есть это были те, кто не просто симпатизировали Аум Синрикё. Вот как только они начинали приходить на собрания, им все больше и больше внушали, что так ты ничего не добьешься. Вот ты должен оставить свою прежнюю жизнь. Понятно, что это значит, в частности, отказаться от собственности, передать всю собственность Аум. И надо отправиться жить в один из домов, принадлежавших секте. Домов было много, они были в разных частях Японии. И это были коммуны, общинная коммунальная жизнь. В этих домах все было устроено так,
чтобы, во-первых, организовать максимальный контроль и добиться, конечно же, полного подчинения и вот этого такого растворения личности. Для многих членов АУМ уход из их крошечных квартир, в которых живут японцы, выход из-под семейного и общественного контроля, это казалось сначала облегчением, вот сейчас будет свобода. Но при этом члены секты беспрерывно медитировали. Они очень мало ели, все время постились. Они совершали очень сложные дыхательные упражнения, что тоже влияет на мозг соответствующим образом. Они все время простирались ниц. Это на самом деле те практики, которые в том или ином виде, что у христианских монахов на Западе, что у буддийских на Востоке, очень часто порождали явления, там какое-то странные изменения в сознании. Они должны были воздерживаться от сексуальных отношений. Сам Асахара ни в чем себе не отказывал. Кроме того, они снова и снова слушали записи его проповедей. Это принцип любой пропаганды, так же, как это принцип любого мистического учения. Ты слушаешь снова и снова одни и те же слова, и они начинают звучать уже у тебя в голове, у тебя в душе. Судя по всему, в Аум Синрикё активно использовались наркотические средства. И далеко не только марихуана, даже если мы считаем, что слово «асахара» означало «поле конопли». И эти наркотические средства помогали вызывать видения. И, конечно, они укрепляли веру в то, что гуру творит чудеса. Что там они только не видели, чего они только не ощущали. И когда вот это вот зомбирование, мы можем сказать мистическая практика, можем сказать зомбирование, плюс наркотики, все это сочеталось с очень скудной едой, с очень малым количеством сна, с тяжелой работой, с постоянной скученностью. Они думали, что они ушли из своих семей, они оказались в большой тесной семье. Вот все это вместе приводило к тому, что люди, для начала они постоянно чувствовали себя уставшими, они чувствовали себя совершенно разбитыми. А в таком состоянии ты хуже соображаешь. И главным счастьем для них было, конечно же, не поспать, а главное счастье – это слышать голос гуру, а уж лицезреть его. А для какой-нибудь женщины вступить с ним в сексуальные отношения – это какое слияние с великим учителем. Все это было уже достаточно странно. И надо сказать, что несмотря на очень большую терпимость японских законов к разным религиозным организациям, но вот к концу 80-х это начало вызывать вообще большие нарекания. Как всегда бывает в подобных случаях, информация потихонечку стала просачиваться. Пошли какие-то слухи о том, как члены секты зомбированы. А среди них было много действительно таких несчастных, одиноких маргиналов, а были вполне благополучные, зажиточные люди, которые отдавали секте все свое имущество, которые порывали с миром, со своей семьей, с родными, с друзьями. Это начинало многих волновать. Появлялись публикации о том, что людей, желающих уйти из Аум Синрикё, удерживали силой. Понятно, что представители секты опровергали это с возмущением. Сами члены Аум с улыбкой рассказывали, как им тут прекрасно. Но что-то ходило. Если бы дело было только в постоянных эзотерических практиках, в тоталитарном культе гуру, в подавлении любых способов противостояния власти Асахаре, но Аум Синрикё была бы тоталитарной сектой. Неприятное место, но, собственно, нарушения закона вроде как нет. И она мало бы чем отличалась от других ей подобных, которых, к сожалению, и тогда в мире было немало, и сегодня тоже. Вряд ли в таком случае Сёко Асахара и его помощники оказались бы в России. А сегодня речь пойдет об их российских связях. Сёко Асахара предлагал своим последователям различные способы ухода от мира. И по воспоминаниям многочисленных членов Аум Синрикё они испытывали счастье, спокойствие, блаженство. Вот наконец-то они достигли этого после многих лет мучений, духовного беспокойства. Они ощущали себя защищенными вот этой бесконечной любовью гуру. От чего, собственно, надо защищаться? О том, что мир ужасен и катится в тартарары, не раз говорили очень многие проповедники. Мы знаем секты в России, которые проповедовали конец света и уходили под землю, в затвор и так далее. Ужасная история, конечно, с сектой, созданной в Америке Джимом Джонсом, организация «Храм народов»,
и они построили общину в джунглях Гаяны. Когда просочились слухи о том, что там кого-то удерживают силой, приехал конгрессмен проверять, этот самый Джонстаун. Вроде как ему даже понравилось, кого-то он увез с собой. Потом один из тех, кого он увез, начал стрелять. И конгрессмен был убит, и другие люди были убиты. Тут уже ФБР явилось по требованиям там родственников, тех, кто находился в этом Джонстауне. И в результате, когда эта община была практически взята штурмом, то оказалось, что там погибло, совершив самоубийство или убив детей, погибло более 900 человек. Это, наверное, такой невероятный, выдающийся пример, но что-то подобное происходило в разных местах. Но Сёко Асахара пошел дальше, потому что он не просто предрекал апокалипсис, он решил его приблизить. В течение нескольких лет он последовательно, постоянно развивал идею о том, что насилие можно применять, а иногда даже нужно. И не просто насилие, а убийство. Понятно, в каких случаях это можно делать. Когда гуру скажет, что это возможно, никак не иначе. А кто это может совершать? Естественно, только истинно просветленные люди, ближайшие ученики гуру. Вот тогда это не преступление, а нечто совершенно другое. Такой ужасающий подход тоже, на самом деле, не слишком оригинален. Мы можем вспомнить Чарли Мэнсона и его общину, откуда он отправил молодых девушек и юношей убивать совершенно невинных людей, беременную актрису Шерон Тейт и ее гостей в Лос-Анджелесе. А это тоже была попытка приблизить, если не апокалипсис, не Армагеддон, то хелтер-скелтер, как он говорил, цитируя Битлз, такую дикую, страшную революцию. Но Асахара подводил базу под будущее убийство с буддийской точки зрения. И это, конечно, безумие, потому что буддизм – одна из самых мирных и светлых религий. Не всегда, правда, там разные бывают направления. Вот Асахара выбирал то, что было нужно ему. Он использовал очень непростую и по-разному объясняемую категорию тибетского буддизма, которая называется пхова. Пхова предполагает, что в момент смерти человека его сознание проходит через родничок в голове и сливается с сознанием Будды. А что может быть лучше? Таким образом, смерть не страшна, это переход к слиянию с Буддой. Но в варианте Асахары понятно, что должно было произойти слияние с сознанием гуру, потому что он им много раз объяснил, что он воплощение бога Шивы, что он сам божество, вот с ним все и будут сливаться. Получалось, что, убивая невинных людей, убийцы им как будто даже помогают. Если гуру решил, что их можно убить, значит, пришла их пора, значит, такая их карма. И в результате этого убийства их карма улучшится. Например, они, может быть, собирались через некоторое время совершить ужасные преступления, а теперь они их не совершат. И таким образом обеспечивается их лучшее перерождение в будущей жизни. Очень хитро. Это, кстати, не на всех влияло. И потом многие говорили, что они испытывали какие-то сомнения. Правда, они говорили потом. В 1989 году члены группы убили юриста Цуцуми Сакамото, а он вел очень активную кампанию против Аум Синрикё. И когда убийцы пришли к Сакамото домой, они были уверены, что они делают все правильно, но оказалось, что он не один, там его жена и крошечный ребенок. И они были в ужасе полном, но все были убиты. И жена, и маленький ребенок. Через несколько лет нотариус Киёси Кория пытался помочь своей сестре. Сестра была в Аум, и она вроде бы хотела выйти из секты, а они ей не давали. В результате они его похитили, но там не совсем понятно, хотели они его убивать или не хотели, но он был убит. Вот когда был убит крошечный ребенок Сакамото, то это смутило даже самых преданных Асахаре людей. Как это убийство могло улучшить карму малыша, который вообще еще ничего не успел совершить в жизни, ни дурного, ни хорошего? Естественно, гуру знал лучше. Он их убедил в том, что и в данном случае совершилась пхова, все эти люди потом возродятся в чудеснейшем совершенно состоянии. Пока члены общины Аум вели полуголодный образ жизни, должны были воздерживаться от секса,
А Сахара роскошествовал, он ел, пил очень много, он заводил себе наложниц, и опять же, конечно, секс с гуру – это великое просветление. В результате, к началу 90-х, это уже не был прежний, стройный, излучавший духовность йог, который якобы был способен левитировать. А Сахара сильно потолстел, он выглядел таким обрюзгшим, он был явно нездоров. Но этому тоже было объяснение. Дело в том, что он брал на себя дурную карму всех своих учеников и карму тех, кого они убивали, и плюс всей общины. То есть он жертвовал собой ради всех. Поэтому им-то якобы становилось все лучше и лучше, они верили в это, а он все брал на себя. А дальше еще один поворот. Вот страшная идея о том, что можно убить человека, и это убийство принесет благо убитому. Вот эту идею перенесли уже с отдельных людей на весь мир. Гуру провозглашал, что скоро, совсем скоро человечество сгорит в огне атомной войны. Все исчезнут. Он говорил про это бесконечно. Но те немногие, кто спасутся, понятно, что это будут члены АУМ, вот они достигнут небывалого просветления и счастья. Они выживут. Ну и не вопрос, как они будут жить среди радиации, среди ядерной зимы. Они выживут, и будет совершенно другая жизнь. А следующим шагом уже стала мысль о том, что это просветление надо постараться приблизить. То есть, попросту говоря, надо своими силами организовать конец света. В Аум Синрикё усиленно зазывали ученых. Там были устроены лаборатории, там началась такая разветвленная программа по созданию современных средств уничтожения. Ну, или то, что они считали современными средствами. В голове у этого недоучки Сахары была такая смесь из каких-то там «Звездных войн», из аниме, и бог знает еще из чего. Он им объяснял, какая мощь лазера, и что с помощью лазера можно невероятные какие-то вещи сделать. Какой-то волшебный луч, который всех погубит. Гиперболоид инженера Гарина. Вот что-то безумное совершенно. И вот на этой дорожке секта обратит внимание на Россию. Направлений исследований, если так их можно назвать, у Аум Синрикё было несколько. С одной стороны, у них была идея использовать биологическое оружие. В 1993 году члены секты пытались вызвать эпидемию сибирской язвы в Токио. Они с крыши своего здания распыляли эти споры сибирской язвы. К счастью, это начинание, как и многие другие, успехом не увенчалось. Они были ужасными неумехами. Надо сказать, что много жизней было спасено благодаря тому, что ученые, работавшие на АУМ, вроде были хорошими специалистами, там в университетах учились, а террористами оказались очень неумелыми, слава богу. Значит, с биологическим оружием не вышло. И в это же время они начинают экспериментировать с химическим оружием. Члены секты создали лабораторию, где производился отравляющий газ зарин. На какое-то время они перенесли его производство в Австралию, и там испытывали его на овцах. Откуда они знали, как делать зарин, еще поговорим об этом. Когда одна из участниц секты сказала, что ей жалко бедных овечек, а ей ответили: ну да, овечек жалко, но ничего, мы ведь скоро таким образом будем спасать людей, мы будем обеспечивать им возможность совершить пхова. Ну, то есть овечек жалко, поэтому ты не волнуйся, мы людей будем убивать, и это очень хорошо. В Австралии тоже последователи Сахары оказались дурными организаторами, плохими конспираторами. Они приобрели овцеводческую ферму через подставных лиц, нарушили разные законы о том, как можно приобретать собственность в Австралии. Потом им нужно было лабораторию сюда привезти. Они ввозили в страну такое количество каких-то странных химикатов, каких-то подозрительных приборов, что таможенные службы уже ими заинтересовались. Вроде бы как придраться не к чему, но очень странно. Там 2 члена секты в самолете пытались какие-то химикаты везти. В общем, власти начали к ним присматриваться. И в конце концов, столько там было разных бюрократических препон поставлено, что им пришлось из Австралии убраться. Но вообще мечты о переезде в Австралию у них еще долго сохранялись. И Сахара вплоть там до последних месяцев рассуждал, что вот когда Япония рухнет,
мы сядем на подводную лодку и уплывем в Австралию. Может быть, предполагалось, что этот континент будет максимально далек от центра будущей ядерной войны, вот там начнем новую просветленную жизнь. Но неудача в Австралии их деятельность, к сожалению, не остановила. Члены АУМ попытались распылить зарин в одном из японских городов. Там против них велось очередное дело из-за недвижимости. И там такой был райончик, где жили судьи, которые этим делом занимались. И вот они, значит, подъехали к этому, не райончику, кварталу жилых домов и начали распылять зарин. Но здесь тоже, к счастью, получилось у них не так грандиозно, как предполагалось. Но все-таки, с другой стороны, 8 человек погибло, а еще около 500 пострадали. Но они, конечно, хотели большего добиться. Причем тут зарин? Зарин – это очень ядовитый нервно-паралитический газ. Я, к сожалению, очень хорошо помню, как в школе, когда я училась, у нас были уроки НВП, начальной военной подготовки, и вот мы записывали про химическое оружие, виды отравляющих газов, зарин, заман, В-газы. Не знаю, что такое В-газы, но вот этот набор у меня запечатлелся в голове, как такая мантра: зарин, заман, В-газы. Я всегда знала, что это что-то ужасное. Но я в тот момент даже представить себе не могла, что где-то этот газ будут использовать. Хотя нам объясняли, конечно, империалисты готовы к этому. Но, увы, его вообще-то во второй половине XX века использовали несколько раз. Его использовал Ирак во время войны с Ираном. Тоже я немножко говорила об этом в лекции об Иране. Его использовали члены АУМ Синрикё. Его не раз использовали во время войны в Сирии. И вопрос, опять же, о том, как этот газ в Сирию попал. В 2017 году представители России заявили, что у России запасов зарина больше нет. Но вопрос о том, откуда в Сирии и правительственные власти, а есть версия, что и оппозиция, получили зарин, этот вопрос остается открытым. И в АУМ Синрикё основным путем вот этого приближения Армагеддона, приближения конца света, считали как раз использование зарина. Они знали, что есть вот у них большой северный сосед, где умеют производить зарин. А параллельно с этим они еще рассматривали вариант с применением ядерного оружия, что тоже вот в той обстановке, в которой они жили, просто напрашивалось. Напоминаю, дело происходит в начале 90-х годов. А это значит, что Советский Союз, одна из самых мощных атомных держав в мире, обладающая ядерным оружием, обладающая химическим оружием. Советский Союз недавно распался. На постсоветском пространстве царит хаос. Возникают новые государства, вспыхивают кровавые конфликты. Россию раздирают социальные противоречия. В стране беззаконие, в стране бедность. Как удобно попытаться ловить рыбку вот в этой мутной воде. И помимо этого, увы, люди в России были готовы к встрече со Сахарой. Не то чтобы они лично Сахару ждали, но к чему-то подобному. Кризисные периоды всегда порождают тревожность, страхи, растерянность. В истории есть много примеров. Можно вспомнить начало XVI века, такой очень тревожный период, когда начинается охота на ведьм и много всего другого. В истории России, конечно, было немного периодов, которые могли бы сравниться по уровню тревожности с началом 90-х. Советский Союз рухнул. Для кого-то это стало радостью, для кого-то трагедией. Но в любом случае понятно, что это был невероятно резкий перелом. Вся жизнь изменилась, все изменилось, абсолютно. Миллионы людей оказались растерянными, неприспособленными к новой жизни. Многие были выброшены из тех мест, где они прожили много лет. Должны были переезжать за много тысяч километров. Огромное количество людей лишилось работы. Или работали, но получали гроши. Лишились возможности нормального заработка. И, конечно, все решали вопрос, как быть. И в такое время всегда люди хватаются за любую соломинку. Это совершенно понятно. Соломинки эти были разные в 90-е годы. Были отважные люди по всей стране, вызывающие у меня огромное уважение, которые становились челноками, брали эти огромные полосатые сумки, ехали в Польшу, ехали в Турцию, покупали там какие-то дешевые кофточки, косметику, привозили обратно и таким образом содержали семью. Были те, кто создавали банды, занимались рэкетом.
элитам. Были те, кто рвались в политику, а были те, кто искали эти соломинки на путях духовности. Кто-то возрождал религию. Религии теперь все были разрешены, ну, по крайней мере, традиционные, а в тот момент самые разные. Учреждали религиозные общины, там, христианские разных направлений, иудейские, мусульманские. А кто-то искал духовного утешения на непривычных путях. И теперь это была далеко не просто там, йоговская гимнастика. Когда члены Аум Синрикё медитировали, слушали бесконечные выступления своего гуру, а по всему Советскому Союзу, где про гуру пока не слышали, люди смотрели по телевизору первое выступление Анатолия Кашпировского. Американский журналист Дэвид Ремник написал книгу «Могила Ленина», и он очень красочно описывает свои первые ощущения от передачи с Кашпировским. И надо сказать, что когда я читала, то я подумала, что у меня были очень похожие эмоции. Кашпировский, как житель глобальной деревни, норовил объять весь мир. Его сеансы здоровья смотрели в СССР и Восточной Европе 300 миллионов телезрителей. Он собирал огромные концертные залы и футбольные стадионы. Кашпировский вел прием в своей клинике годами, но именно в конце 1989-го, когда экономика пришла в упадок и люди начали поговаривать о наступлении нового смутного времени, партийные боссы, отвечавшие за телевидение, решили, что пора развлечь народ каким-нибудь зрелищем, например, телевизионным целителем. Вот здесь темочка о том, что партийная верхушка, партийная, государственная была связана вот с такими странными учениями, для Аум Синрикё тоже важна. Ремник пишет: «Я смотрел первую передачу Кашпировского и, как все, был пойман на крючок еще на начальных титрах. На экране возник логотип «Телесеанс». Затем, одетый во все черное, появился Кашпировский. Взгляд у него был человека под кайфом, челка, как у Брандо в «Юлии Цезаре», в фильме имеется в виду. Он стал рассказывать о своем методе подключения к биокомпьютеру в телах своих пациентов, о том, что таким способом он избавил сотни тысяч, возможно, миллионы людей от опухолей, грыж, болей в сердце. И мы все сидели и это слушали, обсуждали еще потом серьезно. Вот что поразительно. Говорил он, как на пластинке с 16 оборотами в минуту, медленно, низким голосом, словно угрожая. Он хвастался медицинскими успехами, невиданными за всю историю человечества. Успешным излечением людей от импотенции, фригидности, слепоты, облысения, эмфиземы, кисты яичника, камней в почках, псориаза, экземы, варикозного расширения вен, шрамов, туберкулеза, астмы, диабета, аллергии, заикания, астигматизма, а в 4 задокументированных случаях даже от СПИДа. По его слову, на месте ампутированных конечностей и вырванных зубов вырастали новые, седые волосы темнели и приобретали блеск. Благодаря ему у 70-летней женщины вновь началась менструация, а мать Горбачева вылечилась от артрита. Еще была диета Кашпировского. Один его пациент похудел на 158 килограммов безо всякого обвисания кожи. По крайней мере, так утверждал врач, по словам Кашпировского. А я очень хорошо помню, как мы все смотрели телемост «Киев-Тбилиси». В Тбилиси женщине по имени Леся Юршова делали операцию на брюшной полости без анестезии, потому что Кашпировский гипнотизировал ее из Киева. «Закрой глаза и пой, тополя, тополя, глаза закрываются, закрываются». Поплыла, живот обезболен до позвоночника, глаза закрылись, инструмент будешь чувствовать, а боль нет. Потом сделаем так, что рубец рассосется. И мы все, лопухи, олухи царя небесного, по всему Советскому Союзу сидели и смотрели. Я помню, что я еще так как-то думала, а зачем все это? Почему нельзя просто обезболить человека? Но это так все было убедительно, это так все подавалось. Потом я решила, это же здорово, наркоз-то вредный. А еще потом какой-то специалист комментировал это по телевизору. И очень характерно, он не говорил, что это все вредная чушь. Он рассуждал, а если бы связь между Киевом и Тбилиси на минуту оборвалась, какую боль бы она ощутила? Ну, то есть он исходил из того, что это все реально, но мы действительно все видели, как ее режут. А позже Леся Юршова признавалась, что ей было очень больно, но она терпела, чтобы не подводить Кашпировского.
А мы все продолжали смотреть выступления Кашпировского по телевизору, а многие еще и приходили на стадионы. Дэвид Ремник встречался еще с другим кумиром-целителем того времени, с Аланом Чумаком. Вот что он пишет. В России во все времена, даже в пору гонений, не переводились деревенские целители и духовицы. Впавший в маразм Брежнев тайно приглашал в Кремль экстрасенса Джуну Давиташвили. Я замечу между делом, что не только в России, конечно, это во много где такое происходит. Но в России это было очень остро в тот момент. А теперь, когда все табу исчезли, можно было действовать открыто. В Горбачевскую эпоху старухи продавали в городских парках медные браслеты и клялись, что они действуют как вакцина против СПИДа. В партийных газетах публиковали гороскопы. Государственное новостное агентство ТАСС сообщало, что в Воронеже приземлился бананообразный объект с человекоподобными гигантами и карликовым роботом на борту. Очевидцы описывали этот звездолет как огромный светящийся шар, в котором сидели 1, 2 или 3 пришельца, 3-4-метрового роста, но с очень маленькими головами. В Москве целитель Алан Чумак открыл свою телелавочку, программу «120 минут». Чумак совершал пассы руками, будто гладя невидимого кота, и заряжал энергией стаканы с водой и тюбики с кремом, которые люди ставили перед телевизорами. Я думаю, что среди тех, кто меня слушает, есть те, кто сейчас вспоминают эти свои тюбики и стаканы с водой. «Я контактирую с иным миром», — сказал мне Чумак при встрече. Сунув руку в пакет для мусора, он извлек оттуда одну из бесчетных телеграмм. «Искренне благодарен, ТЧК. Была хроническая тахикардия и гастрит, ТЧК. Врачи не могли меня вылечить, ТЧК. Теперь благодаря вам живу без лекарств, ТЧК. Спасибо, Сергей, Новочеркасск». Вместе с Чумаком, продолжает Ремник, я спустился на лифте. Он шел на Дворовую парковку, чтобы заняться исцелением собравшихся там нескольких сотен людей. Процедура производилась раз в 2 недели и зависела от погоды. Большая толпа ждала его. У кого-то были с собой снимки больных детей или родителей. Люди надеялись, что целитель передаст им свою энергию через фотографию посредника. Чумак встал на крыльцо и предложил всем окружить его, чтобы почувствовать его ауру. Но предупредил заранее, бывших партийных функционеров он вылечить не сможет. Их души уже совсем очерствели, объяснил он. Примерно в это же время журналистка Цвигун в 1990 году объявила себя мессией, приняла имя Мария Деви Христос и, подобно Асахаре, предсказывала приближение конца света. Она создала Великое Белое Братство. Наверное, тоже многие помнят эти ее фотографии в белом облачении, которые везде были. Она призывала всех объединиться, покаяться, потому что приближается конец света. И ведь десятки, а может и сотни молодых людей уходили в это Белое Братство. Родственники их разыскивали, пытались вытащить. И там тоже совершались какие-то безумные, но, слава богу, не очень умелые попытки приблизить конец света. Вроде бы Цвигун и ее тогдашний муж Юрий Кривоногов готовили какую-то акцию массового самоубийства. Хотя не совсем ясно, так ли это. Но они назначили конец света на 24 ноября 1993 года. Асахара тоже любил точные даты назначать. А время осенью 1993 было такое, что впору было вообще поверить в страшный суд. Голод, невероятное обогащение одних и обнищание других, конфликт между президентом и съездом советов, обстрел Белого дома. И вот в такую страну, переживающую тяжелейший кризис, при этом обладающую огромной армией, множеством выдающихся ученых. Вот в эту страну едет Сёко Асахару. Он обратил на нее свое внимание. Сначала члены Аум Синрикё начали с помощью хакеров искать в интернете информацию о ядерных программах и ядерных ракетных установках. Они изучали сведения не просто о ядерной технике, а о запасах радиоактивных материалов в России, в Украине, в Китае, Южной Корее, на Тайване. И им удалось узнать, что в России есть некий прибор для обогащения плутония. Они выяснили детали работы ядерного реактора Монзю в Японии. Они, кстати, узнали, как работает система безопасности на Чернобыльской АЭС. То есть он, конечно, России не ограничивался, они прощупывали разные места. Дальше были созданы подставные компании, и через эти компании они закупали лабораторное оборудование, чтобы самим что-то создать. Может быть, зарин, может быть, начать обогащать уран или плутоний. Но
одного оборудования недостаточно. Нужны ресурсы и нужны мозги. Надо напомнить такой совершенно поразительный факт. К началу 90-х годов Аум Синрикё насчитывала около 40 тысяч членов. Из них 10 тысяч жили в Японии. Несколько десятков человек жили в США, а 30 тысяч жили в России. Сторонники Асахары, они все время пытались вербовать новых последователей. Они же хотели во всем мире конец света-то устроить. Поэтому они создавали офисы в США, в Германии, в Шри-Ланка, представительства, вели рекламные кампании там. Но из этого мало что вышло. Люди не откликались. А вот как это произошло в России? Есть много работ о том, каким образом Аум Синрикё естественно зародилась и развивалась в японском обществе второй половины XX века. Послевоенная травма, склонность следовать авторитетам, очень характерная для японской культуры, желание молодого поколения вырваться из тисков очень жестких правил, которые все определяют в японском обществе. Но при чем тут Россия? Американский специалист по японской культуре, религии Даниэль Метро пишет следующее. Тот факт, что более 30 тысяч жителей страны с долгой и очень сильной христианской традицией присоединились к Аум Синрикё, озадачивал многих западных авторов. Но внимательное изучение экономических и социальных условий в России в начале первой половины 90-х может дать некоторые объяснения. А в России успех поначалу был фантастическим. В 92-93 годах Асахара трижды прилетал в Россию, а с ним вместе около 270 последователей. Но они не унижались до того, чтобы лететь обычными рейсами. Для них зафрахтовывали специальные чартеры, аэрофлотовские, что характерно. Штаб-квартира движения в России была создана в Москве, естественно. И там еще было как минимум 7 отделений, районных, скажем так. Было еще 11 отделений в других городах. Асахару показывали по телевизору, он выступал по радио, он читал лекции о своем учении в МГУ и в других университетах, потому что его агитация не ограничивалась Москвой. Например, у них была очень сильная база во Владивостоке, понятно, там рядом с Японией. Центральное телевидение доносило его послание во все уголки страны. Голодный, растерянный, ищущий выхода страны. Асахара заключил 3-летний контракт с радиостанцией «Маяк». И заплатил за него, между прочим, $800 тысяч за 1 год только. Через Владивосток шли трансляции его выступлений, в то время, когда он находился в Японии. Нельзя оставлять последователей без воздействие, все время зомбировать. На канале «Дважды два», очень популярном канале, показывали аниме об Асахаре и его просветлении, и его учении. Можно себе представить, какое впечатление в начале 90-х на людей производили аниме. Да такого слова подавляющее большинство не слышало никогда. И надо сказать, что в этом аниме все так чудесно. Там начинается с такой нежной музыки. Гуру, конечно, показан не этот обрюзгший, толстый, какой-то опустившийся мужик. Показан прекрасный гуру. Он совершает удивительные вещи. Асахара, кстати, музыку тоже писал. И они создали симфонический оркестр. И оркестр этот исполнял ее в спортивном комплексе «Олимпийский». Но я не сомневаюсь, что музыканты были счастливы, потому что, в общем, все деятели культуры в начале 90-х бедствовали, голодали. Какая возможность заработать в голодные годы? Аум Синрикё платила музыкантам $1000 в месяц. Сейчас уже трудно понять, что для начала 90-х это просто астрономическая сумма, это невероятное что-то. Но оркестр продержался недолго. Как и многие другие начинания, Аум Синрикё он развалился. Перестали платить, музыканты разошлись. Но хоть какое-то время пожили нормально. И формулируя те причины, по которым Аум Синрикё была так популярна в России, Метро, конечно, пишет о духовной растерянности, о ней уже шла речь выше,
Но не сводит все только к ней, у него есть и другие объяснения. Особую привлекательность Аум придавало ее японское происхождение. В 1992 году Японию воспринимали как богатое и быстро развивающееся государство. Возможно, люди в России предполагали, что если они станут частью богатого японского религиозного движения, то каким-то образом смогут тоже обрести благополучие. Заметим в скобках, что Аум Синрикё не только была просто представительницей богатой Японии, сама секта была невероятно богата. Она обладала огромными средствами. Вот что пишет об этом Александр Раевский. Секта владела рядом бизнесов, самыми крупными из которых были производство и продажа компьютеров и книгоиздания, сетью ресторанов, фитнес-клубами, туристическими агентствами, больницей в Токио и комплексом сооружений у горы Фудзи, то есть в суперсвященном и супертуристическом месте. По некоторым сведениям, немалую прибыль приносила продажа наркотиков, производимых учеными Аум на черном рынке страны через японскую мафию. Суммарный ежегодный оборот предприятий секты составлял более $1 миллиарда США. Когда такие люди приезжают, кто же перед этим устоит? Но я, кстати, не исключаю, что многие люди приходили на собрания Аум не только из-за денег, в надежде что-то узнать про прекрасную страну Сакуры. Даже сегодня произносишь слово «Япония», все сразу оживляются, глаза сверкают. Тогда как это было интересно? Многие безработные, конечно, мечтали заодно узнать, как добиться такого же процветания. А Аум всячески подчеркивала вот именно японский свой характер. И вот уже в России возникают общины, подобные тем, что были в Японии, и здесь происходят похожие вещи. Аум Синрикё в России получала все новых и новых сторонников, все новых и новых последователей. Все больше людей отказывались от всего, отдавали свое имущество и уходили в секту. Среди членов Аум были вполне зажиточные люди, но от России им прежде всего нужно было совсем другое. Журналисты Дэвид Каплан и Эндрю Маршалл написали книгу «Культ в конце света. Ужасающая история апокалиптического культа Аум. От токийской подземки до ядерных арсеналов России». И они, в частности, приводят свидетельство 18-летней студентки по имени Марина, которая в 1993 году познакомилась с учением Асахары. Оно на нее произвело очень сильное впечатление, она побрила голову, она стала читать его книги. И потом, так же, как происходило в Японии, ей объяснили, что для настоящего просветления надо жить в одной из общин. Каждый день она должна была повторять: «Я счастлива, что стала членом Аум. Я всегда буду следовать указаниям гуру. Я стану монахиней». И там похожие вещи. Спали 2 раза в сутки по 3 часа. Там еще регулярно совершали ритуал жертвоприношения еды для гуру. Она рассказывает: мы должны были есть, пока нас не начнет тошнить. Таким образом, мы должны были осознать, что еда причиняет страдания. Это замечательно, что-то в голодной стране. Каждый, кого вырвало, должен был съесть собственную рвоту. Кормили макаронами и овсянкой. Но Марина вспоминает, что после каждой еды она чувствовала себя как-то странно. Мне всегда хотелось спать, и сны были очень яркими и жизненными. Конечно, может, ей хотелось спать, потому что она 2 раза по 3 часа спала. Но, с другой стороны, предположение о том, что в еду подмешивали наркотики, оно высказывалось не раз. И оно вообще вполне сочетается с обычными практиками Аум, которые все были нацелены на то, чтобы людей разными способами одурманить. Но это еще не все. Марина вспоминает: каждый месяц нам выдавали упаковку маленьких желтых таблеток, которые назывались витамины саттва. Саттва – это санскритское слово, означает существование, бытие, живое существо, религиозная чистота. То есть достижение через эти витамины религиозной чистоты. Они должны были ежедневно принимать по таблетке, и, как она пишет, что она впадала в такое оцепенение, не могла ни о чем думать, не хотела ни о чем думать. В результате никакого просветления в московской общине, я думаю, что не только в московской, достигнуто не было. Марина рассказывает: почти у всех были те или иные неврозы, начинались драки, женщины все время ссорились, было много разговоров о самоубийстве. Мне сложно было рационально оценивать происходящее. Никто из нас больше не мог себя контролировать. У многих была высокая температура и аллергия.
У меня все время болело горло и слезились глаза. А потом в том месте, где они жили, начали распространяться странные запахи. И характерно, что в Японии тоже люди, жившие рядом с домами Аум-Синрикё, жаловались на какие-то химические запахи. У Марины начались страшные головные боли. И, слава богу, она смогла каким-то образом убежать. Но, как она говорит, что в общине, например, был один молодой человек, который просто пошел в парк и повесился. И не оставил ни записки, никакого объяснения. Там был 13-летний подросток, который пришел в общину вместе со своей матерью. Это, кстати, распространенная ситуация, что в Японии, что в России. Приходят родители, или там мужья приводят жен, родители приводят детей, все вместе. И подросток этот не выдержал, потому что его все время упрекали, что у него, видите ли, слабый духовный прогресс. И он выбросился с балкона. Как бы то ни было, общины Аум в России приносили секте новых сторонников. Ну, понятно, что в нищей России вряд ли там можно было большую наживу от них получить, хотя там были и богатые люди. Но Асахару-то больше интересовал военный потенциал России. Химическое оружие, ядерное оружие. И когда читаешь имена тех, с кем он встречался, ты испытываешь просто какое-то остолбенение, изумление. Те люди, которые решали судьбу страны. Членам Аум-Синрикё, во-первых, нужны были ученые. Ученые в России в тот момент были готовы уцепиться за любую соломинку. Ну, так же, как и музыканты, они бедствовали. Очень все непонятно. Вся статистика, конечно, размытая, спорная. Но считается, что Аум завербовала около 300 ученых и инженеров. В том числе их, конечно, очень интересовал Курчатовский институт, Институт атомных исследований, где вообще-то есть свой ядерный реактор. Точно известно, что, по крайней мере, 2 человек оттуда завербовали, а может быть и больше. Очень много потом говорилось и писалось о том, что Асахару встречался с нобелевским лауреатом Николаем Басовым, выдающимся физиком, специалистом по лазерным технологиям. А вот Асахару лазер, волшебный луч просто тоже завораживал. Но очень трудно понять, о чем они в реальности говорили. Молодой Асахара, только начинавший свою карьеру, всем демонстрировал свою фотографию с Далай-ламой и утверждал, что Далай-лама благословил его на проповедь в Японии и увидел в нем новое воплощение Будды и так далее, и так далее. Далай-лама все это всегда отрицал. Мы, конечно, можем себе представить, пришел какой-то верующий, а он с ним поговорил, сфотографировался. Все. Отсюда было сделано очень много. Фотографии с Басовым тоже, конечно, всем показывали. Ну, никак это дальше не развивались, очевидно, их отношения. Но понятно, вот зона интересов. Дело не только в ученых. Мозги были очень нужны, конечно. А еще у Синрикё были нужны военные технологии, было нужно сырье для производства оружия массового поражения, было нужно оружие. Асахару в своей секте создал такое теневое государство, я бы сказала, призрачное государство. Он создал министерство, министры у него были. Даже не потому, что они хотели захватить власть в Японии, а потому что вот, после конца света они будут государством, будут всем править. Киехида Хаякава, один из ближайших к Асахаре людей, и, забегая вперед, можно сказать, что он, как и Асахара, будет повешен. Хаякава был министром строительства. И он отвечал за научные разработки, за создание каких-то аппаратов. И мы знаем, что в 1994 году он 8 раз прилетал в Россию. Это не были такие вот разрекламированные визиты, как приезды самого Асахары. Ему, конечно, нужна была технология производства зарина, ему нужны были какие-то компоненты. А после ареста Хаякавы у него был найден блокнот, где была такая запись: «Атомная боеголовка. Сколько стоит?» Он был готов заплатить за нее $15 миллионов. И до сих пор никто не знает, что скрывалось за этой записью. А Хаякава уже не может ответить на этот вопрос. И спорят специалисты по атомному вооружению. Вот это были просто его мечтания? Или это следы реального торга? А мы понимаем, что в 1994 году в России можно было купить все, что угодно. Но в результате, вот как всегда у Аум Синрикё, из огромных планов получалась крошечка. Купить атомную боеголовку Хаякава, слава богу, не смог.
Так же, как он не смог реализовать свой план, они уже в Японии хотели создать атомную бомбу. Почти точно знаем, что они автомат Калашникова купили в России, разобрали его и по частям сумели провести в Японию. Тоже неприятно, но все-таки это не атомная бомба. И они явно вообще купили в России много техники, но, слава богу, лазерные ядерные технологии им не достались. При этом Асахара и Хаякава обхаживали очень многих политиков. И главным человеком, на которого они рассчитывали, был Олег Лобов. Он в начале 90-х разные занимал посты, как тогда водилось. Он какое-то время был заместителем председателя Совета министров. И он искал какие-то инвестиции в экономику России, ну, возможно, и в свой карман. И Лобов, когда ему предложили сотрудничать с Японией, сразу можно себе представить, сколько бонусов от этого в будущем будет получено. И престижных бонусов, контакта с Японией, и вполне материальных. В 1991 году был создан Российско-японский университет в Москве. Он должен был развивать деловые контакты между Россией и Японией и привлекать в Россию японские инвестиции. И тут тоже много неясного. Но вот в одной из аналитических статей, которая посвящена не только Аум Синрикё, а в целом нелегальным способам распространения ядерных вооружений, а это вопрос, который очень многих экспертов волнует. Вот там говорится следующее. Лобов получил какую-то денежную помощь от Аум Синрикё, но вскоре обнаружил, что другие японские источники отказываются с ним сотрудничать из-за его связей с Аум. Но в Японии все-таки Аум уже как-то была скомпрометирована. Отношения Лобова с Аум Синрикё – это очень интересный и плохо раскрытый вопрос. Позже, уже на суде, разные крупные члены секты утверждали, что вообще вся технология по производству зарина, которую использовали для теракта в токийском метро, была куплена с помощью Олега Лобова. И что он якобы за это получил 10 миллионов йен, ну, по тогдашнему курсу это было около 80 тысяч долларов. Опять же, для России 90-х – ого-го. Лобов это все отрицал. В интернете можно найти совершенно другие суммы, еще большие. Обвинения того, что все там шло через него. Он сам говорил, что он вообще-то с ними сотрудничал, потому что у них были благотворительные проекты. Пойди пойми. Но Асахара одним Лобовым не ограничивался. Он продолжал искать тех, с кем можно было бы установить контакты. Ну, какой политик в тот момент отказался бы встретиться с уважаемым, как представлялось, религиозным лидером из Японии? Это же интересно, это перспективно. Но я уже называла Лужкова, Рудского, Хасбулатова. Асахара чуть-чуть не добился встречи с Ельциным, но все-таки президент отказался. Он очень хотел, Асахара, встретиться с министром ядерной энергетики. И, наверное, бы объяснял ему про совместные проекты, но, правда, тот отказался, слава богу. Ну, а дальше, 95-й год, теракт в токийском метро. Ну, и казалось, что на этом распространению влияния Аум пришел конец. А что произошло в марте 95-го года? К этому времени у полиции были уже большие подозрения относительно того, что происходит в тех местах, где живут члены Аум. Во-первых, велось следствие по поводу тех странных убийств. В одном месте соседние жители жаловались, что запахи какие-то доходят, и они себя плохо чувствуют. То есть, очевидно, там как раз изготавливали зарин. И Асахара не придумал ничего лучшего, как ускорить наступление конца света. Он вообще планировал осенью. И он понимал, что у него пока недостаточно средств для того, чтобы начать вот этот вот Армагеддон всеобщий. Но и ждать дальше не хотел. И в результате решено было провести атаку в токийском метро с помощью зарина. К счастью для жителей Токио, за несколько дней до того, как было принято это решение, тот человек, который прежде всего отвечал именно за производство зарина, он ушел в многодневную медитацию. А он лучше всех знал непосредственно технологию. Но поэтому, когда вот вдруг Асахара решил на днях это делаем, и производство поручили другому человеку, который, что-то себе представлял, но не так хорошо. Ему было сказано немедленно изготовить большое количество газа. Он даже там возражал, говорил, что столько не получится. Надо.
И благодаря этому Зарин был произведен недостаточно чистым. Потому что если бы качество газа было больше, то жертв в метро было бы на порядок больше. Они вообще хотели отравить весь Токио. И вообще не исключено, что если бы они подождали несколько месяцев и еще бы уворачивались от полиции, и если бы сделали высокой частоты Зарин, то там бы погибли тысячи, а может быть и миллионы. Но, конечно, даже этот не очень хорошо изготовленный Зарин тоже смог нанести страшный удар. Утром 20 марта 1995 года 5 высокопоставленных членов АУМ, а мы помним, что ПХОВА обеспечивается только по-настоящему просветленными людьми. Вот 5 высокопоставленных членов АУМ были доставлены водителями, вот их было, значит, 5 таких пар, водитель и исполнитель, были доставлены водителями к разным станциям токийского метро. Метро был час пик. Вот мы все видели фотографии, видео, которые показывают, сколько в это время людей в подземке. А еще было задумано провести теракт рядом с очень крупной станцией, где тысячи людей делали пересадку. Каждый террорист должен был зайти на определенные станции на разных линиях, поехать в поезде. У каждого был с собой зонтик и был пакет с Зарином, завернутый в газету. Затем в определенный момент они должны были зонтиком проткнуть этот пакет, оставить Зарин, который постепенно растекался по полу вагона, и выйти на следующей станции. Они рисковали, и, кстати, многим из них потом было плохо, но кто считается с такими мелочами, когда речь идет о конце света. Зарин действует недолго, но он очень эффективен. А еще он очень быстро распространяется по воздуху. И вот поезда шли с разных сторон к этой крупной станции, где множество людей в этот момент уже делало пересадку, отправляясь на работу. Сегодня разные очень числа называют погибших, но такое наиболее достоверное – это, очевидно, 13 человек погибло. Хочется, так сказать, всего 13, но вообще-то 13 человек. А около 5000 получили отравление той или иной степени тяжести. А отравление Зарином, ну там помимо психологической, естественно, травмы, отравление Зарином еще очень долго сказывается. Знаменитый японский писатель Харуки Мураками написал поразительную книгу «Подземка», где он собрал воспоминания очень многих пострадавших. Он прям по линиям метро расписал, что где было. Это очень сильная книга, и вообще хочется ее цитировать страницами. Я приведу воспоминания одного из пострадавших. На линии Маруноути я всегда сажусь в третий вагон. В тот день третий вагон оказался на удивление пустым. Обычно такого не бывает. В районе Йоцуэ поезд еще полный, и сесть не удается. Места освобождаются намного дальше. Не знаю почему, но в тот день в вагоне ехало всего 10 человек. Я уселся, но при этом почувствовал что-то неладное. Почти сразу бросилось в глаза, что 2 пассажиров сидят в каких-то странных позах. Мужчина завалился на сиденье, будто ему плохо. Женщина сидела на корточках. Она свернулась калачиком, уткнувшись взглядом в пол. Чувствовался необычный запах. Сначала я подумал, что кто-то из пассажиров просто пьян. Пьяный его стошнило, оттого и запах. Не резкий, а несколько сладковатый, будто что-то прокисло. Но не ацетон. Нам приходится использовать в ремонте ацетон, и я знаю, как он бьет в нос. Здесь нечто иное. Но я смог сесть, а запах можно потерпеть. Стоило мне сесть, как сразу попытался уснуть. Обычно, заполучив место, я открывал книгу. Но в тот день был понедельник, хотелось спать, и читать настроения не возникало. Конечно, глубоко уснуть невозможно. Закрываешь глаза и подремываешь, но при этом слышишь все окружающие звуки. Вдруг раздалось объявление о прибытии на станцию Накано-Сакауэ. Я поперхнулся, встал и вышел из вагона. Просто рефлекторно. Вокруг все как в дымке. Смотрю на лампы платформы, они тоже бледные. Обратил внимание на сухость в горле, закашлялся, причем очень сильно. На платформе рядом со скамейкой был краник с холодной водой. Решил первым делом прополоскать горло. В этот момент послышался громкий голос: «Человеку плохо!» Кричал крупный молодой человек, по виду служащий. Поворачиваюсь и вижу, тот мужчина в вагоне лежит, не шевелясь.
Так, на боку, параллельно сиденьям. Я чувствовал себя немногим лучше и направился к крану прополоскать горло. Не прекращался насморк, ноги подкашивались, дышалось с трудом. Я обмяк на той скамейке. Минут через 5 вынесли на носилках пострадавших. Поезд уехал. Ко мне подошел работник станции и спросил, с кем из моих знакомых можно связаться. Надо сказать, что работники метро вели себя невероятно героически, и многие из них тоже пострадали. Никто не думал удирать, все спасали, все выполняли свою работу. Я передал ему визитку и попросил позвонить этому человеку. Затем меня отвели вверх по лестнице в какой-то станционный кабинет, где предложили посидеть и подождать. Я даже не мог предположить, что произошло. Только темно перед глазами, нигде не болит, но сопли ручьем и дыхание, будто я бегун-марафонец. Ноги еле плетутся, нижняя часть тела зябнет, и ее крутят в судорогах. Помимо меня в офис привели еще 4 или 5 пассажиров. Были и двое на носилках. Похоже, работники станции тоже не понимали, что произошло. Первыми нас расспросили о случившемся работники станции. Минут через 20-30 подъехала полиция, и нам опять стали задавать разные вопросы. Было тяжко, но я старался говорить как можно более связно. Кто-то из сидевших рядом потерял сознание. Я боялся умереть, случись со мной то же самое. Я старался разговаривать с разными людьми, держался и разговаривал. Тем временем стало худо. Теперь уже работнику станции. У него тоже все потемнело перед глазами. Мы провели в офисе минут 40. Работники надышались тем же воздухом. Вот и им поплохело. Нам бы следовало поскорее подняться наверх, на воздух. Наконец мы выбрались на поверхность. Приехали пожарники, соорудили нечто вроде временного лагеря беженцев, куда нас и отправили подождать. Однако меня пробирал холод, и сидеть в таком месте никак не хотелось. На земле расстелили одно тонкое покрывало. Ляг на бок, станет только холодней. Шутка ли, на улице март месяц. Поблизости стоял чей-то велосипед, и я на него оперся. Сознание терять нельзя, повторял я самому себе. Двое лежали, остальные, так же, как и я, стояли, к чему-нибудь прислонясь. Тело дрожит от холода. Простояли мы так минут 20. В офисе провели около 40 минут, здесь еще 20. Выходит, целый час мы были оставлены на произвол судьбы, не получали никакой помощи. Но очень многие жертвы этого теракта потом были обижены на то, как с ними обошлись, но на самом деле, понятно, им пытались оказать какую-то помощь, то их отвели в офис, то сюда. Просто власти тоже были не готовы к такому. Почему Асахара считал, что этот теракт отвлечет внимание полиции от Аум Синрикё, тут это сказать трудно. Потому что наоборот, сразу же решили, что это они, и уже через несколько дней начались аресты. Следствие, аресты, суд. И надо сказать, что на суде большинство обвиняемых каялось, просило прощения. А Сахара был потрясен тем, как они от него отрекались, и все на него валили. Для него это был как? Он же великий гуру. А его приближенные извинялись сами, говорили, что он во всем виноват, а Сахара очень скоро впал в полное отчаяние. От всевластного гуру вообще не осталось ни следа. И это тоже непонятная история. Некоторые считали, что он притворялся, а может быть, у него вот какой-то начался распад личности, потому что процесс длился очень долго. И он или молчал, или про себя бормотал какие-то несвязные отрывки, фраз. Неясно. Надо сказать, что для многих членов Аум Синрикё, естественно, судили не всех. Для многих членов АУМ, не связанных непосредственно с терактом, все это стало кошмарным сном. Кто-то вдруг осознал, вот, значит, зачем мне приказывали тут какие-то химические процессы в лаборатории проводить. А я и не понимал. Кто-то по-прежнему ощущал сильнейшую внутреннюю связь с гуру и не мог ее разорвать. Роберт Джей Лифтон, которого я уже несколько раз цитировала, он интервьюировал очень многих членов Аум Синрикё, вот буквально через несколько лет, вот в то время, когда Сахара еще не был повешен, кого-то еще судили, и он слышал от многих из них, что все равно их время в Аум было счастливейшим в их жизни. Они все понимали. Сначала, конечно, у них было отрицание, это не мог сделать наш гуру, потом они это признали. И все равно, как же было прекрасно. Он наверняка хотел весь мир облагодетельствовать. И сегодня, как ни странно, Аум Синрикё по-прежнему существует.
Естественно, есть люди, которые оттуда ушли, которые отреклись, которые пытаются начать новую жизнь, и таких было много. Большая часть членов секты так и поступила. Но сегодня Аум Синрикё существует под другими названиями, там даже несколько возникло организаций. Последователи Асахары заявляют, что они отказались от террора, от каких-либо планов. У них нет никаких политических целей, потому что он же еще партию политическую создавал. Они занимаются только духовными практиками. Медитация, пост, молитва и так далее. А идеи их вообще-то остались прежними. В 2005 году, когда Асахара все еще сидел в тюрьме, японская полиция отчиталась о деятельности организации Алеф. А вот организация Алеф – это главный наследник Аум. Они там тоже перессорились между собой, но вот Алеф – это вроде бы как основная линия. И в Алеф в тот момент было 1650 человек. То есть по сравнению с этими десятками тысяч – это ничто. Из них вот 650 жили в коммунах, а 1000, очевидно, приходили на какие-то собрания. Но к ним по-прежнему относятся очень настороженно. Я вообще думаю, что надо обладать большим мужеством, чтобы сейчас в Японии, где так много значит общественное мнение, чтобы сейчас в такой организации состоять. Вот рядом с этими их коммунами регулярно собираются местные жители, которые протестуют, проводят демонстрации, требуют, чтобы их отсюда выгнали. Полиция за ними следит. Но вроде бы как они живут мирно. А что происходило в России? Вот тут становится все совсем интересно. Летом 1995 года, значит, через несколько месяцев после теракта, в офисах Аум Синрикё в России прошли обыски. 3 человек даже арестовали, но остальные, очевидно, просто вот разошлись кто куда. Кто-то вернулся домой, кто-то пошел в какие-то другие общины, другие религиозные организации. Ну, вроде бы все. Этих 3 даже что-то там следствие начали, потом их отпустили. Вроде бы как ничего не нашли. В 1999 году Аум Синрикё в России была запрещена. В это самое время несколько молодых людей во Владивостоке планировали операцию по освобождению Сёко Асахары. Здесь тоже мы упираемся в очень сложную историческую проблему. Вопрос в том, чему мы можем верить. Можем ли мы верить сообщениям российских спецслужб и других, извините за выражение, правоохранительных органов? Это вопрос. Но, во всяком случае, вот сегодня в интернете информация такая. 28 июня 2000 года отделением ФСБ во Владивостоке был задержан, а по официальной версии сам явился с повинной, некто Дмитрий Сигачев. Следствие установило, что вместе с 2 сообщниками он планировал угнать морскую яхту, незаконно пробраться в Японию и развернуть там неограниченную террористическую войну. Для этого было закуплено оружие, автомат Калашникова, несколько пистолетов ТТ, гранаты и изготовлено 7 взрывных устройств. Бомбы планировали разместить в людных местах в различных городах Японии, чтобы добиться максимального количества жертв. Все это Сигачев делал во имя высшей цели – добиться от японских властей освобождения своего гуру, духа истины, воплощения бога Шивы, токийского Христа, спасителя мира и великого учителя Сёко Асахары, главы секты Аум Синрикё. Очень может быть, что это правда. С другой стороны, мы знаем, каким образом выбивают признание. Они признались, что это правда, фантазия, ничего не понятно. Получается так, что Сигачев, он объединился с другими россиянами, тоже последователями Асахары. Вот они готовили эти взрывные устройства, они покупали оружие. Он вроде бы ездил в Вену и встречался с одним из руководителей Аум, который возглавил организацию уже после арестов. И ему там вроде бы дали $100 000 на какие-то религиозные публикации. Тоже, вот когда я читаю историю, что кто-то поехал в Вену, получил 100 000, у меня сразу возникает какое-то подозрение. Но я, так, по умолчанию, у меня нет доказательств, что это не так. Но дальше там тоже какие-то странные истории, что они детонаторы для бомб делали из китайских будильников. Может быть и так, зная уровень членов Аум Синрикё, могу предположить. Но и зная уровень наших спецслужб. Сигачев едет в Японию, там вот он выбирал эти места. Он получил права на управление катером, потому что он надеялся на катере вывезти Асахару в Россию, и там уже вроде как приготовил конспиративную квартиру для него. Он вроде бы встречался с японскими членами Аум, которые его отговаривали.
Как понять? Этот кусок более или менее проверяем, потому что вот эти бывшие члены секты, которые хотели продемонстрировать свои миролюбивые намерения, они сообщили японской полиции об этих планах. Поэтому Сигачева и его друзей задержали в Японии. Потом их отпустили, но известили российские спецслужбы. Но и в результате Сигачев получил 8 лет. Другие участники, там был приговор 6,5, 4,5, 3 года. Одного человека отправили на принудительное лечение. Ну, то есть вывод, что сейчас они уже вышли. Я бы хотела понять, что они делают. Ну, не знаю. А что вообще сейчас делают другие сторонники АУМ в России? Наверное, они испытали страшную растерянность. А кто-то, наверное, сохранил эту веру. Вот про Марию Цвигун, о которой я уже говорила, она же Мария Деви Христос, мы знаем. Вот как ни поразительно, но после всех этих скандалов, после этих несбывшихся предсказаний о конце света, она продолжает проповедовать. Мало того, почему-то я не удивлена, она поддержала вторжение России в Украину и сказала, что все правильно. Кашпировский продолжает действовать. Он проводит оздоровительные сеансы на своем YouTube-канале. Надеюсь, никто это не рассматривает как рекламу. Алан Чумак умер, не помогла ему заряженная вода. Так думаю, что и он бы продолжал. Но организаторы терактов и вот те, кто имели к этому отношение, их судили, довольно много людей казнили, в Японии с этим жестко, или они получили долгие сроки. Жена Сахары, она должна была там довольно большой срок сидеть, потом ей уменьшили, она просила прощения, как и все они, вышла из тюрьмы, изменила имя, продолжает жить, как я понимаю, продолжает пользоваться довольно большими капиталами, которые были и у ее мужа, и у секты. А Сахару, после того, как казнили, его кремировали тело, очень долго не хотели выдавать его прах, потому что боялись, что будет его где-то торжественно захоронят, будет место паломничества. Там его дети по-разному на все это реагировали. Вот хотели отдать одной из дочерей, которая была явно против деятельности секты, которая считала, что надо прах отца в океане растворить. Но потом отдали другой, но, в общем, никакого памятника ему, никакого мемориала нет. Члены новых организаций, организации Алеф и других, которые созданы на обломках АУМ, они в день теракта приносят цветы к памятнику жертвам, они опять просят прощения. Они ведут себя правильно. Что там они думают, мы не знаем. А вот проходят годы, и в России ФСБ объявляет о новых делах, связанных с Аум Синрикё. Казалось бы, уже все это совершенно забыто. Естественно, возникает вопрос, а как можно верить ФСБ? Ответ – никак. И это ужасно, потому что даже получается, что даже если они действительно арестуют террористов, мы этому не поверим. И есть материалы на сайте ОВД-Инфо об этих арестах, из которых очень трудно понять, вот что-то там было реально или нет. Потому что те люди, которых очень долго прессовали ФСБшники, приходили домой, шантажировали, угрожали, потом допрашивали, били. Ну, все как полагается, электрошокеры, много всего другого. Они-то говорят, да мы только йогой занимались. Поди пойми. Ну вот на сайте ОВД-Инфо написано. В 2015 году ФСБ неожиданно вспомнила про запрещенную еще в 90-х Аум Синрикё. Следователи возбудили уголовное дело по статье 239 Уголовного кодекса «Создание некоммерческой организации, посягающей на личности права граждан». В Москве и Петербурге в качестве свидетелей допросили десятки человек. В октябре 2016 Верховный суд признал Аум Синрикё и организацию наследника Алеф уже не просто запрещенной организацией, а террористической. Часть фигурантов, по их заявлениям, столкнулись с различного рода давлением и уехали из России. Некоторые заявили о насилии и пытках во время допроса. А Михаил Устьянцев, человек, руководивший остатками АУМ в России, в 2018 году вообще-то получил реальный срок в 15 лет. Насколько обоснован этот приговор? Если человек просто медитирует, пусть даже ему там подчиняются, или он кого-то зазвал, но не силой, это его дело, как бы ни было нам отвратительно. Если он террорист, дело другое. Как понять? Ну вот текст агентством Интерфакс опубликованный. По версии следствия, Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества Аум Синрикё, которое Верховный суд России запретил в 2016 году.
Он распространял среди жителей Москвы, Петербурга, Волгограда и других населенных пунктов положение религиозной доктрины, побуждающие рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества Аум Синрикё, тем самым финансировал терроризм. Тут есть проблемочка. Нет террористического сообщества Аум Синрикё в Японии. А, нет такой организации. Б, организация Алеф на сегодня, в общем, удовлетворяет японские власти. У них нет претензий к ней. И у меня возникают очень большие вопросы. Также он организовывал занятия и семинары ячейки в Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Волгограде, Сербии, Черногории, Молдавии, Грузии, Турции и Марокко. В Волгоградской области он неоднократно проводил встречи с адептами учения, снабжал их предметами религиозного культа, религиозной литературой, обучал практикам, а также собрал более 1 миллиона рублей, установили в Следственном комитете. Ну, то есть, в общем, получается, что человек, может быть, даже он мошенническим путем собрал этот 1 миллион рублей, я не знаю, но предметы религиозного культа, религиозная литература. Вот чем он занимался, и за это сел на 15 лет. Не знаю, мне бы не хотелось, чтобы кто-либо устроил какой-либо теракт, подобный тому, что было в Токио в 1995 году. Но что-то как-то у меня это большие-большие сомнения у меня вызывает вот это якобы возрождение именно террористической деятельности Аум Синрикё в России. То, что остались люди, которые продолжают исповедовать эти идеи, я этому верю. Слова Аум Синрикё у меня вызывают ужас, вот само это название. Я очень внимательно читала книгу Мураками с подробным описанием того, что происходило с людьми в токийском метро. Но это еще не причина для того, чтобы арестовывать людей, угрожать им и избивать их. И в России, где бросают в тюрьму вполне мирных свидетелей Иеговы, и некоторые из них уже умерли в тюрьме, а при этом Генпрокуратура просит приостановить запрет на деятельность Талибана, вот тут все критерии спутаны. И это очень пугает, потому что непонятно, кто знает, может быть, мы еще увидим возрождение Аум Синрикё в России. Тогда боюсь, что вот на этом общем фоне такое возрождение произойдет в самой воинственной форме. Хотя я всей душой надеюсь, что этого не произойдет. Но похоже на то, что какая-то основа для того, чтобы продолжать прислушиваться к безумным пророчествам Сёко Асахары, она все еще существует. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на платформе Patreon, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Вы для нас бесценны. Не дайте нас заткнуть. Ну, интересно, что вы думаете? Почему люди следуют за такими лидерами, как Сёко Асахара? Почему они идут на такие страшные дела ради якобы благих целей? Жду ваших комментариев. Счастливо!